Всем привет! Сегодня приготовим невероятно вкусный торт. Мягкие бисквитные коржи и нежный шоколадный крем никого не оставят равнодушным. Сначала приготовим бисквит для торта. В миску разбиваем 8 яиц. Насыпаем щепотку соли. Начинаем взбивать. Когда появится небольшая пена, насыпаем 20 грамм кукурузного крахмала. Опять взбиваем. Кукурузный крахмал можно заменить картофельным. Сюда же постепенно насыпаем 280 грамм сахара и добавляем 10 грамм ванильного сахара. Взбиваем долго, примерно 10-15 минут. Масса должна стать пышной и увеличиться в объеме в 3-4 раза. Чтобы яйца лучше взбивались, они должны быть комнатной температуры. От того, насколько хорошо взобьются яйца с сахаром, зависит пышность бисквита. Взбитое тесто разделяем на 2 одинаковые порции. Общий вес яичной массы без учета миски у меня получился 680 грамм. Ровно половину, 340 грамм, я переливаю в отдельную чистую и сухую миску. Сначала замешиваем ванильный бисквит. В одну из мисок со взбитыми яйцами просеиваем 140 грамм муки в 2 подхода. Аккуратно и недолго перемешиваем тесто лопаткой. Тесто должно остаться воздушным. Муку в тесто нужно обязательно просеять, чтобы она насытилась воздухом. Как только вся мука в тесте разошлась, перестаем перемешивать. Готовое тесто перекладываем в форму, дно которой застелено пергаментной бумагой. Бока формы ничем смазывать не нужно. Диаметр моей формы 21 см. Тесто равномерно распределяем по всей форме, чтобы бисквит получился ровным. Форму с тестом ставим на противень. Берем вторую часть взбитых яиц с сахаром и готовим шоколадное тесто. В сито насыпаем 100 грамм муки и 20 грамм какао. Точно так же просеиваем их в тесто в 2 подхода. Все аккуратно перемешиваем лопаткой. Шоколадное тесто всегда получается по консистенции немного другое, чем ванильное. Перекладываем тесто во вторую форму для выпечки, застеленную тоже пергаментной бумагой. Диаметр формы точно такой же, как и у первой, 21 см. У меня на противень помещается сразу 2 формы с бисквитами. Если у вас размер противня не позволяет печь сразу 2 бисквита одновременно на одном уровне, то нужно замешивать тесто на 1 бисквит за раз. Тесто не должно долго стоять, иначе оно осядет. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Режим вверх плюс низ. Противень ставим на среднем уровне и запекаем примерно 35-40 минут. Испеченные бисквиты вынимаем из духовки и оставляем остывать. Желательно, чтобы бисквит простоял ночь, тогда он будет лучше резаться и меньше крошиться. Готовим крем для торта. В мисочку ломаем 180 грамм темного шоколада. Лучше всего использовать шоколад от 50 до 70% жирности. Растапливаем его в микроволновке, прогреваем 10-15 секунд и перемешиваем. И так в 4-5 подходов. Нерастопленные кусочки шоколада перемешиваем лопаткой. Будьте внимательны, не перегрейте шоколад, иначе он может свернуться. В мисочку наливаем 500 грамм натуральных сливок жирностью не менее 30%. Сливки обязательно должны быть очень холодными, только из холодильника. Начинаем взбивать их на низких оборотах миксера. Насыпаем 10 грамм ванильного сахара. Когда сливки слегка увеличатся в объеме, постепенно насыпаем 100 грамм сахарной пудры. Продолжаем взбивать. Как только сливки увеличатся в объеме и загустеют до нужной консистенции, перестаем их взбивать. Кладем в них 550 грамм холодного сливочного сыра в 2 подхода, каждый раз перемешивая. Сливочный сыр можно заменить творожным сыром. Это сыры по типу Филадельфии, Альметте, крем-чиз. Все взбиваем миксером до однородности. Сюда же наливаем растопленный шоколад. Чтобы он моментально не застыл кусочками в креме, шоколад должен быть разогрет не менее чем до 35 градусов. Сильно разогревать шоколад тоже не нужно. Сразу же все перемешиваем миксером, но недолго. Вынимаем венчики и домешиваем крем лопаткой.
Пока я вымешиваю крем, напишите в комментариях, любите ли вы готовить торты сами или предпочитаете заказывать уже готовые. Складываем торт. Остывшие бисквиты вынимаем из формы. Разрезаем каждый бисквит на две примерно одинаковые части. Верхнюю часть коржа срезаем и убираем корочку сверху. Все обрезки оставляем, они понадобятся для украшения. Получается 4 бисквитных коржа, будем их складывать чередуя цвета. Кладем первый шоколадный бисквит, ставим кулинарное кольцо. Между кольцом и коржом вставляем ацетатную пленку. Зажимаем кольцо до размера бисквита. Готовим пропитку для торта. Берем 200 грамм теплого молока и насыпаем в него 1 чайную ложку сахара. Все перемешиваем. Бисквит хорошо пропитываем подготовленным молоком. Вместо молока можно использовать сахарный сироп. Выкладываем часть крема. Равномерно его распределяем по коржу. Кладем ванильный бисквит. Его тоже хорошо пропитываем молоком. Выкладываем слой крема. Следующим кладем шоколадный корж. Мне интересно, а вы обычно чем пропитываете бисквиты, молоком или используете сироп? Пропитываем и выкладываем крем. Примерно 4-5 столовых ложек крема оставляем для обмазки торта сверху. Накрываем последним ванильным бисквитом. Его тоже хорошо пропитываем сверху. Торт накрываем пищевой пленкой и ставим настаиваться минимум на 4 часа, а лучше на целую ночь. Крем, который оставили для украшения, тоже кладем в холодильник. Прошла ночь, достаем торт, снимаем кольцо. Торт сначала переставляем на блюдо, а уже потом снимаем ацетатную пленку. Торт обмазываем кремом, который оставили. Обмазываем бока торта и верх. Если есть неровности на торте, то их тоже можно выровнять кремом. Оставшиеся верхушки белого и шоколадного бисквита кладем в измельчитель. Все измельчаем в крошку. Приготовленной крошкой посыпаем торт по бокам и сверху. Если бы вы готовили этот торт на праздник, чем бы вы его украсили? Оставшуюся крошку, которая осыпалась на низ, убираем с помощью кисточки. Торт готов, можно подавать на стол. Торт получился очень вкусным и нежным. Мягкие сочные бисквитные коржи прекрасно сочетаются с нежным кремом, отдаленно напоминающим мороженое. Высота торта получилась 10 см, а вес торта 2,5 кг.